Добрый день, дорогие друзья! Впереди Новый год, Рождество и, конечно же, Старый Новый год. По традиции, в эти дни я обычно приезжаю домой и начинаю свои похождения к бабушкам, родителям, дедушкам, дядям, тетям, в общем, друзьям и всем родственникам. Все они меня ждут, пытаются увидеть, встретиться, ну и, конечно же, накормить просто от души. Уверен, что у 90% людей, которые меня смотрят сейчас, ситуация практически один в один точно такая же. И если вы веган, сыроед, вегетарианец, то можно столкнуться с недопониманием и даже агрессией с их стороны. Умудриться со всеми поссориться и испортить праздник не только себе, но и окружающим. Чтобы этого избежать, я придумал для себя некий алгоритм поведения, о котором вам сейчас и расскажу. Первое, что вам нужно будет сделать, это сообщить о своих пристрастиях к еде. Если вы приглашены к бабушкам, к родителям или просто на корпоратив на работе, не стесняйтесь рассказать организаторам о своей пристрастии к еде. В этом нет ничего зазорного. Сейчас существует очень много стилей питания, и в принципе сейчас этим никого не удивишь. Мода на здоровое питание растет и не является для людей чем-то сверхъестественным. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так что, если вы об этом просто сообщите, это будет являться даже таким неким хорошим тоном с вашей стороны. Просто перед походом к бабушке, например, позвоните и скажите: бабуль, давай я куплю огурчиков, помидорчиков, может быть каких-то фруктиков еще, с собой это захватите, ей будет и приятно, и вы точно уж не останетесь голодным. Как раз я сейчас плавно подошел ко второму пункту, который и можно назвать «принесите еду с собой и угостите окружающих». Чтобы не сидеть за столом и не смотреть таким, знаете, злым взглядом на людей, которые едят селедку под шубой, оливье, курицу с картошкой, или шашлыки, или заливное из рыбы, вы должны принести что-то с собой. Приготовьте себе сыреческие хлебцы из семян льна или сделайте себе салатик, который вы любите, каждый день его кушаете, вам он нравится. Возьмите с собой. Сделайте какие-то легкие закусочки. В общем, подумайте, поэкспериментируйте дома и сделайте все это с запасом, чтобы вы могли еще и угостить окружающих. Во-первых, вы уж точно не останетесь голодными, а во-вторых, вы порадуете и удивите своими оригинальными рецептами всех своих людей за столом. Леша, какой тебе больше всех понравился? Я не успеваю. Ой. Последние несколько лет я это практикую, поэтому являюсь еще и центром внимания, так сказать, на вечеринке. Потому что люди начинают все пробовать, дегустировать. Если я вхожу из года в год в одну и ту же компанию, я каждый раз привношу что-то новенькое, приношу интересненькое. Изучаю рецепты, и людям, конечно, гораздо это интереснее пробовать и дегустировать, потом обсуждать, чем тот же самый салат оливье, который все знают и который есть на каждом шагу, на каждом столу. Поэтому вы будете являться таким еще центром притяжения, и о вас будут именно хорошо отзываться в компании. Третье. Не навязывайте свои позиции по теме питания. Это очень важно, потому что если вы сидите за столом, и кто-то начинает вам задавать какие-то каверзные вопросы, как-то вас провоцировать по поводу вашего вегетарианства, сыроедения, постарайтесь не вступать в дискуссию, либо постарайтесь просто отшутиться. Бабушка, я теперь вегетарианец. Я тебе, Оля, покажу. Лично я обычно говорю, что последние 2 недели я питаюсь только овощами и фруктами, что мне это очень нравится, что я решил сделать себе некий разгрузочный такой день, некий разгрузочный месяц, и хочу первый раз в жизни отпраздновать Новый год трезво. Друзья, вы не поверите, но я уже 6 лет подряд именно это точь-в-точь говорю своим друзьям, родственникам и знакомым, с которыми сажусь за один стол. И представляете, каждый раз прокатывает, и каждый раз это как будто в первый раз, и все мне верят. Как только вы начнете доказывать свою правду, доказывать свою точку зрения, по-любому у вас найдутся оппоненты, по-любому будет за столом 1-2 или несколько подвыпивших людей, которые начнут на вас гнать бочку, и точно праздник будет испорчен. То есть либо вы поругаетесь, либо с вами поругаются. В общем, будет неприятно. Если оно вам не надо, то не портите свои нервы,
и время не теряйте на вот эти пустые разговоры. Все равно никому ничего не докажете. Я опять плавно перешел к пункту 4, который называется «Никогда не спорьте о религии, политике и питании». Никогда не поднимайте эти вопросы на банкетах, мероприятиях и за столом в кругу семьи. Это самые спорные моменты в жизни, я так считаю, и если вы начнете их поднимать, до хорошего это не доведет. 5-й пункт я назвал «Пойти на уступки». Друзья, если уж ни один из вышеперечисленных пунктов вам не помог, и бабушка все-таки сидит и говорит: внучок, ну пожалуйста, ну попробуй ты мою курочку с картошкой, я же так старалась, так готовила, ну попробуй мою заливное из рыбы. И ты говоришь: бабуль, ну я же веган, я же сыроед, я же не кушаю мясо. И она тебе будет говорить: милок, ну курочка это же не мясо, ну хотя бы давай рыбки, ну это же, я же тебе не говядину предлагаю со свининой, ну давай хотя бы курочку, это же птица, это не мясо. Я думаю, что многие через это проходили, и вот тут тоже важный момент, как бы не ругаться и не вводить дискуссию. Хорошо, просто пойдите на уступки. Возьмите, положите всего себе на свою тарелку, и курицу, и картошку, там, и заливное, и холодец, все себе положите. Люди это увидят, и все, потом у вас никаких к вам вопросов не будет. Поверьте, к вам сразу начнут по-другому относиться, все внимание от вас сразу уйдет. Вы будете также дальше втихаря есть свои помидоры с огурцами и свой салат, который вы себе принесли. Ну, не втихаря, я имею в виду, а вот как бы, да, не утрируя на это внимание. Вот. И потом все подвыпьют, даже на вас не перестанут обращать внимание. И самое главное, на вас не будут смотреть как на упертого, противного такого человека, вегетарианца, который сидит со всех свысока смотрит и, значит, дает всем понять, что все придурки, что они все мясо едят, а вы такой весь умный и сидите, наворачиваете листья салата. Не делайте такого. Сидите спокойно, положили на тарелочку и делайте вид, что вам все нравится, вас за это еще потом и зауважают, понимаете? 6-й пункт называется «Если все плохо, то ищите себе альтернативу». Друзья, если вам категорически не хочется принимать участие в подобного рода мероприятиях, ходить к родственникам, друзьям, вы знаете, что все равно будет какая-то травля на вас, то не надо себе портить настроение, просто найдите себе альтернативу и проведите этот праздник в кругу других людей. Сейчас сообществ по здоровому питанию довольно-таки много. И ВКонтакте, и в Одноклассниках, на всех различных форумах, чатах. У вас и кругозор общения расширится, и вы найдете себе товарищей по духу. Ну и просто прекрасно отметите праздник. В других городах не знаю, но в Москве есть вегетарианский чат в WhatsApp, в котором люди находят себе друзей и товарищей по общению и по стилю питания. Организовал все это прекрасный спортсмен, сыроед, которого зовут Алексей Кривчун. Леша, привет, если ты меня сейчас видишь. Я дам ссылочку внизу на твой канал. Друзья, если вы захотите присоединиться к этому чату в WhatsApp, то напишите, пожалуйста, Леше, он вас добавит. И вы, конечно же, будете в курсе всех мероприятий, выставок, вегетарианских вечеринок, будете общаться, обмениваться опытом, дружить, переписываться, добавляться в друзья. Ну, в общем, такое будет живое общение происходить. Так что, Леш, кто будет тебе писать, пожалуйста, добавляй людей, пускай они присоединяются к нашему, так сказать, веганско-сыроедному сообществу. Друзья, а на этом у меня все. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайк, если видео понравилось. Если видео не понравилось, ставьте тоже лайк. Напишите в комментариях мне что-нибудь интересное. Например, поздравления к ближайшему Новому году. Мне будет очень приятно почитать. До встречи в новых видео. Всем пока и с наступающими праздниками. Пока-пока.